Приветствуем вас в здравии и в хорошем расположении духа, уважаемые подписчики, зрители нашего канала. Мы, авторы канала Раиса Греченко и Александр Волик, в это прекрасное ноябрьское утро 2021 года продолжаем тему глобального изменения климата на Земле. И эта тема очень важна для нас, садоводов, огородников, цветоводов. Всем земледельцам нужно знать, к чему подготовиться и как это все пройти без особых проблем. Ну и сегодня мы сделаем первый анализ той информации, которая доступна множеству людей с помощью интернета. А начнем с этой вот ценной подсказки Елены Рерих, которую она дала нам в космологических записях еще в 1940 году. Я всегда восхищаюсь этой женщиной, которая так далеко видела и столько дала подсказок. Вслушивайтесь, пожалуйста, внимательно в эти слова. С каждой новой четвертью Луна приносит изменения во всей нашей Солнечной системе. Следовательно, некоторые изменения происходят во всей нашей Вселенной, среди которых метеорологические будут наименее значительными. Видите, о погоде, о климате. И это было сказано еще в 1940 году. Эти изменения значительные, и они нас ждут. Ну и еще одна ценная мысль, послание к будущим поколениям. Снова же Елена Ивановна. Планеты за пределами нашей Солнечной системы невидимы сейчас, но новый наклон Земли обнаружит их как новые созвездия. О новом месте Северного магнитного полюса, о новой магнитной решетке Земли мы с вами говорили в двух предыдущих видео. Сноску на них мы дадим под этим видео. Найдите ее и пересмотрите еще раз. Вернемся к одной важной мысли из этих видео. В связи со стремительным перемещением Северного магнитного полюса в сторону севера России в зимнее время полярный вихрь, формирующийся в атмосфере над полюсом, становится особенно мощным. Вследствие этого арктическое струйное течение воздуха будет дальше оттесняться в южные широты. В результате в зоне арктического течения у поверхности Земли смещаются циклоны. Этот процесс провоцирует увеличение числа вторжения циклонов из акватории Северного Ледовитого океана. По мнению синоптиков, конечно, не всех, а уже есть группа такая, которая занимается вот этим предсказанием и анализом. Так вот, по мнению этих синоптиков, это приведет к интенсификации западно-восточного переноса воздушных масс. В результате на большей части России, Украины, Беларуси, стран Европы, в США, в Канаде осадков будет намного больше, чем обычно. И еще один важный факт, без которого нельзя начинать анализ погоды в 2022 году, ну никак об этом нельзя, вот это нельзя упустить. Постепенная остановка обычного движения Гольфстрима – это очень важная тоже часть вот этого процесса, который происходит на планете. Напомню, что Гольфстрим – это система теплых течений в северной части Атлантического океана, начинается от Флориды, то есть США, до Скандинавского полуострова, затем Шпицбергена, Баренцева моря и Северного Ледовитого океана. Благодаря этому теплому течению раньше страны Европы, прилегающие к Атлантическому океану, имели более мягкий климат, чем другие регионы на той же географической широте. Массы теплой воды обогревали находящийся над ними воздух, который с западными ветрами переносился на Европу. Гольфстрим сейчас меняет свое направление и больше не работает, как работал раньше.
И не работает он как обогреватель для целого ряда европейских стран. И поэтому там уже у нас есть тоже зрители оттуда, которые сообщают, что полностью меняется погода. И эта погода меняется в сторону похолоданий. А теперь перейдем непосредственно к погоде 2022 года. Это очень важный вопрос для нас, для вас, для нас, земледельцев. Кроме вышеназванных факторов изменения погоды на климат, будут влиять и космические партнеры Земли, планеты Солнечной системы. Я составила вот такие таблицы, в которых отражены периоды нахождения планет Солнечной системы в определенных знаках зодиака. И начнем с Нептуна, который весь 2022 год будет находиться в знаке Рыбы. А Нептун, властелин всех морей, океанов и всех вод на Земле, управляет рыбами. Очень интересная ситуация. Нептун – это стихия воды, холод, влажность. Рыбы – это знак стихии воды. Его хозяева – Нептун и Юпитер. Кстати, и Юпитер в 2022 году будет находиться в знаке Рыбы, но об этом чуть-чуть позже. Рыбы – это зона трансформации. Рыба является последним знаком зодиака и в целом символизирует переход на следующий виток эволюционного развития человечества. Ну и очень важно это не только для человечества, но и для самой Земли. Земля является живой сущностью и тоже проходит эти процессы эволюции. От рыб Нептун получает на высшей октаве космическую любовь. На низшей – умение приспособиться и отвести глаза кому угодно в любой ситуации. Но уже отвести глаза кому угодно в любой ситуации при таких раскладах не получится. В 2022 году, судя по нахождению Нептуна в рыбах, вот эта ситуация будет очень интересная. 2022 год будет учить нас с помощью осадков в разном виде и в разном количестве, в экстремально короткий период, с помощью вот этих экстремальных ситуаций не сидеть, вернее, не отсиживаться на заборе по принципу «моя хата с краю». Все ситуации водной стихии заставят пробудиться человечество, любого человека, пройти трансформацию и перейти в новое сознание, сознание мира, гармонии, единства. Ведь мы все частицы одного целого, единого. И только вот в этих ситуациях мы начнем это понимать. Как вы понимаете, Нептун в рыбах – это много воды. Идем дальше. Юпитер будет находиться опять же в знаке зодиака Рыбы с начала года и до 11 мая. Затем перейдет в знак Овен, где будет находиться с 11 мая по 28 октября. А 28 октября снова займет позицию в знаке зодиака Рыбы. Юпитер – самая большая планета нашей Солнечной системы. Это планета равновесия и расширения. Ее называют великим благодетелем. И Юпитер управляет знаками Стрельца и Рыб. Снова тут рыбы у нас. Так что в рыбах Юпитеру будет комфортно. Юпитер принимает участие в определении погоды. Проходя через знак зодиака Рыбы, Юпитер дарит всегда влажную погоду с изобилием осадков. Но не просто осадков. Стихия Юпитера – воздух. Циклоны с сильными штормами, смерчами, ветрами – это Юпитер обеспечит. Вспомним уходящий 2021 год. Юпитер в рыбах находился с 14 мая по 28 июля. И мы, жители юга Украины, сполна ощутили действие Юпитера в рыбах. Ливни, ураганы, мощные циклоны с ветром и осадками в виде дождя и града. И вот в этот весь период ровно столько он находился, Юпитер находился в рыбах, и вот это воздействие было постоянным. Новостные ленты тогда пестрели различными сюжетами, которые создавали в разных странах потопы различной мощности.
благодаря периоду с 11 мая по 28 октября, когда Юпитер уже будет находиться в знаке стихии огня, в Овне, у нас с вами, дорогие земледельцы, садоводы, огородники, цветоводы, будет возможность порадоваться теплому лету, даже жаркому в некоторые периоды. Но Нептун в рыбах позаботится о том, чтобы этот период был с осадками. Следующая планета, которая также влияет на природу, это Венера. Стихия Венеры – воздух и вода, тепло и влажность. Венера управляет Тельцом и Весами, а кульминирует она снова же в рыбах. От рыб она получает умение адаптироваться к любой ситуации. В течение 2022 года Венера будет находиться в разных знаках зодиака. Сейчас остановимся вот на этих периодах нахождения Венеры в знаках стихии воды. В рыбах Венера будет с 5 апреля по 2 мая, в Раке с 18 июля по 11 августа, в Скорпионе с 23 октября по 15 ноября. Это также время влаги. Прошу обратить внимание на период со 2 мая по 28 мая. Венера будет в знаке Овен. Это хорошо, а это значит, что тепло. По всем этим данным пока что очень даже просматривается теплый май. Но мы еще не рассмотрели и другие стихии, и другие планеты, поэтому давайте эту тему будем, это будет в следующих видео, а сейчас продолжим тему стихии воды. Кстати, о тепле также сообщает Марс, который будет находиться в знаке Овен с 25 мая по 5 июля и в знаке Лев с 11 июля по 5 сентября. Марс господствует над Овном и Скорпионом, и в это время всегда работает стихия огонь, тепло и сухо в этот период. Ну, я немножечко остановилась и на этой планете, чтобы вас вдохновить и слушать, и смотреть дальше следующие видео, для того, чтобы вы понимали наши агрогороскопы в следующем году. Ну и еще немного информации о космическом климатическом раскладе на 2022 год. Черная луна будет находиться в знаке стихии воды, Рак, с 13 апреля и до конца года. Белая луна в знаке рыбы, снова эти рыбы всплывают, с 14 сентября и до конца года. Вода, вода, кругом вода. Эти строчки из старой песни наиболее ярко характеризуют состояние водной стихии в 2022 году. Сегодня мы рассмотрели только часть климатического расклада на 2022 год. И эта часть касалась стихии воды, которая проявит себя в самой полной мере. Наконец-то многие, кто возмущался, что нету осадков, ощутят их в полной мере. Впереди у нас с вами не менее интересная информация о стихиях воздуха, земли, огня и некоторых важных других планетах Солнечной системы, которые будут создавать очень интересные климатические ситуации на Земле и создавать интересные задачки для нас с вами, дорогие наши друзья, коллеги, уважаемые зрители и подписчики. Прежде чем мы попрощаемся с вами сегодня, до следующей встречи на нашем канале, хочу еще раз сделать акцент. Наш анализ делается не для того, чтобы создать очередную порцию страхов. Руководствуемся принципом «предупрежден, вооружен». Плюс к этому помните каждое мгновение своей жизни, что ваша жизнь зависит от вас самих. Мыслим позитивно и находимся в состоянии благодарности и радости за то, что не делается, все к лучшему. Божественный план великолепен. И еще мы с вами обязательно научимся, находясь в этом состоянии благодарности и радости, регулировать погоду там, где мы живем. Именно мы, каждый из нас, вместе
со своими помощниками, божественными помощниками, сможем создавать благоприятную погоду для своей местности, там, где мы находимся, где мы проживаем. И напоминаю еще раз тот факт, когда в Якутии сгорело столько лесов и деревень, а в одной деревеньке остался целым и красивым, не поврежденным ни огнем, ничем дом. Это дом, где живет гармоничный, мирный человек, человек в состоянии благодарения и радости жизни. И я думаю, что мы научимся этому с вами и обязательно придем к такому состоянию. И пройдет планета через множество различных испытаний, и человечество все, и мы с вами научимся создавать вот эту прекрасную атмосферу радости, счастья в наших райских садах, где будет мир, покой, благодатная погода. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока!